Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартьюа. Перед началом ролика хочу обратиться к каждому с просьбой поддержать меня. Осталось совершенно немного, чтобы достичь 1000 подписчиков, поэтому мне нужен каждый ваш лайк и комментарий для продвижения ролика и привлечения еще большей аудитории. Уделите немного своего времени, вот немного, вот немного, вот столечко. И огромное спасибо всем, кто откликнется на мою просьбу. Также у моего канала есть телеграм-канал, ссылка на него закреплена в комментариях. Если что, там нет никакого спама. Только информация о канале, о игре. А еще я создаю свою комьюнити, поэтому мы там общаемся в комментариях. Присоединяйтесь к нам. И всем еще раз огромное спасибо. А теперь перейдем к ролику. Так, видим орка, Хускара, Зевс, дракон, шаман. Боже, тут много на чем реально можно поиграть таком интересном. Пока возьмем так. Хочу взять меха, сефа, орка. И, наверное, шамана возьму сверху. Было бы прикольно, если бы, конечно, мне панда пришла. Это было вообще четко. Четко. Классный ник. Пока план на игру у меня есть, но сейчас посмотрим. Хочется на чем-то таком необычном. Да, расскажу обязательно. Но это уже надо будет помимо, в самой игре это рассказывать, показывать все. Если что, то так ты в двух словах не расскажешь ничего, если что. Так, есть жрец и есть шаман. Возьмем жреца такого пока что. Мана или 300 хп возьму. Мана плюс 50% это, конечно, хорошо, но... Секунду. Дико извиняюсь, чихнул. Вау. Вау. Обалдеть. Не, ну это классная тема, то, что сейчас ко мне пришла. Мана плюс 40 со старта или блестящее кольцо. Ну и романа плюс 40 со старта, почему нет? Спасибо, спасибо. Что, как ваш рандом сегодня? Кто уже катал? Рассказывайте. Что к чему, почем. Давно не стримил на самом-то деле, аж даже немножечко отвык. Хотя на самом деле, по моему лицу, наверное, видно, насколько я уставший. Так, ну, смотрите. Мне... Я бы удивился, если бы у него еще было 3 сердца на 300 хп. Это было бы вообще дикость на самом-то деле. Жестко. Ладно, идем на лустрик. Мехи мне особо не пришли, поэтому будем играть через лустрик. 300 хп еще со старта. Не, ну это круто. Объективно круто. Это мы берем. Вот так берем. Все, смотрим. Никто на лустрике больше не играет. Хорошо, отлично, окей. Из 8 челов 5 ведьмаки. Ну, это такая мета, такой патч, поэтому что ты хотел? Баланс. Баланс. Как-то так. Я на самом деле сам от этого баланса вообще не в восторге. Меня дико он напрягает. Я даже не знаю, что еще больше добавить к этому. Просто, ну, мета ужасная. Она просто настолько однотипная, что вот смотрите. Сейчас мы будем играть в катку, и я вот вангую. 1-2, ну давайте так, 2 человека 100% соберут ведьмака. 100%. Вот гадалки не ходи, 100% будет ведьмак. Один так точно. Это 100%. Так, есть духи, есть тролли. На самом деле я пока, наверное, уберу вот это, хотя... Тут цветка есть. Мехов я не соберу никак, потому что мехов здесь нету. Ну, в принципе... Ну, раз я уже через лустрик, то вот это вот я все продам. Вот это вот я все продам. Можно было бы продать и вот этих. Вот, на самом деле это такая загадка. Не знаю, с чем это связано, но... Вот
буквально совершенно недавно я играл, и у меня чуваки просто со старта находят лон-друида. Каким образом они это делают? Как вообще это все происходит? Вот реально непонятно. Но да, я уже начал. Я же сказал с самого старта. Ты что, невнимательный? Так, кунг-фу. О, разнообразие прям таки прет. Вот, видите, уже два человека здесь с разнообразием. Тут будут собираться драконы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж поделать, что ж поделать? Что ж такое придумать против вас? Нежить не пойдет. Нежить будет не айс. Не, ну есть у меня парочка идей. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Тут, скорее всего, будут собираться убийцы через волшебников. Эгида в двойку состав... Оу. Ему Эгида, посмотрите, как идет. Обалдеть. Рыцари чувак собирает. Он надеется на то, что он в рыцарях поиграет. Ага. Удачи тебе, дорогой мой, удачи. Сладкая булочка. Сейчас его так размансят. Вижу, здесь убийцы собирают. Ой, убийцы. Там эльфы собираются. Через Мортред будет чувак играть. Поэтому ему, в принципе, будет там шикарно. Что я хочу? Я, наверное, хочу Омника все-таки поставить. Чтобы больше как-то было по дамагу чуть-чуть. Капец, у них двое. Тут чувак сейчас Эгиду еще одну соберет, и у него будет вообще огромное... Ну, просто урон будет со старта лютый. Гоблины мехи собрались, а это как бы опасненько немного, если честно. Ладно, ладно. Сейчас, кстати, вот этого заберу немножечко. Механизмы мне уже не нужны. Но вот Эгида нереально сильная, если честно. Если бы он сейчас нашел ей 3 сердца, она бы просто с ничего у нее было бы еще 90 урона с руки. А это было бы много. Очень много. 7-й раунд, у меня только 10 монет. Боже, что я делаю в этой жизни не так, а? Так, орк, кунг-фу. Мне охотники вообще сыпятся. Вот прям горой сыпятся, если честно. И хочется что-то такое собрать интересное. Хотя и звери есть. Наверное, пока что избавлюсь от некоторых чувачков. Я, наверное, так поставлю. 22 монеты. Все, со старта. О, я не знаю, как он это сделал. У него... Как вам? 8-й раунд, у чувака 2 эгиды в двойку и еще 1 эгида сверху. То есть он себе сейчас 3-ю эгиду наролит и все. И поминай, как звали. И что делать против такого? В мониторинговых системах. Ну, это если вкратце. Подробности не вдаваться. Вкратце мониторинговые системы. Так, 22 монетки, никого не убил. Плохо. Все есть не айс. Это плохо. Гримтач, кстати. У меня есть, в принципе, 3 волшебника. Не хочу ли я их? Или, наверное, лучше так поставить. Это пусть ману отсасывает. Не знаю, нужен ли мне гримтач, но у меня панда никакой нету. И смысла нет гримтача. Я все равно чуть его абузить, походу, не буду. Короче, не знаю, пусть пока у меня, если что, гримтач полежит, может я что-то придумаю с ним сделать. Пока что у меня просто идеи не особо есть, но, в принципе, можно подумать. Обалдеть. Подхиль. Опа, хорошо. Еще немножко поживет, но от этого толку мало, конечно. Но все равно пожил чуть-чуть. Чуть-чуть. Ладно, в принципе, пока... Не знаю, есть ли реально мне смысл от гримтач. Он мне, в принципе, сейчас не мешает, но мне нужно что-то сейчас придумать будет на раунд с мобами. Не знаю, 2 этих, может, и хватит. Может, лучше так поставить. В принципе, можно будет через животных сыграть. Через сумоны, через друидов. Вот прям через животных лютых сыграть. Будет, в принципе, неплохо. Единственное, что здесь маг-дракон собирается. Ему прям хорошо пришел, уже котел пришел у него.
Тут прям... А, ну тут кунфуист будет, понятно. Против кунфуиста я даже не знаю, что придумать такого, если честно. Поэтому, в принципе, я Гримтача, наверное, сейчас скипну, мне в любом случае не понадобится. В принципе, шаманы будут неплохи, но только если ему сейчас придут маги, точнее драконы, то будет очень тяжело мне. Прям сверх тяжело. Не знаю. Надо подумать сейчас, как лучше поступить. У меня, в принципе, пока время есть немного, я, в принципе, могу еще подталкиваться, чего я хочу. В принципе, есть шаманы. Но мне, в принципе, и звери устраивают. На самом деле, звери будут неплохие здесь. В этой ситуации они прям нормально разваливать будут. Что магов, что тех. Единственное, что маги могут меня реально напрячь. Надо сейчас реально хорошенечко думать. Потому что если я сейчас поздно все подумаю, все продумаю, то меня вынесут просто. Ну, кунфуист, то понятно. Кунфуист это такая заноза в одном месте. Что будь здоров просто. Шаманы, ну не знаю, шаманы. Хочется шаманов. Хочется шаманов на самом-то деле. Здесь, если 6 шаманов собрать, то это будет очень люто. Только у меня один шаман будет зависеть от пятерки. Чувака куча двоек уже. Тут мага-дракон собирается с ДК уже. Уху-ху-ху. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Что думаете сами? Кого здесь собирать? Мне, в принципе, из зверя неплохо будет. Ну, тут маг-дракон. Против него очень тяжело будет. Против мага-дракона будет очень тяжело играть. Проблемная слишком у него сборка, я бы так сказал. Если собрать охотников, то в принципе, можно было бы и охотников сверху накинуть. Давайте пока так. Да, маги дракона меня, скорее всего, вынесут. Наверное, у меня, в принципе, есть заготовка, на чем можно сыграть прям так интересненько. Это, в принципе, боги плюс жрецы можно сыграть. Слабовато, конечно, будет со старта. Придется потерпеть. Но, в принципе, можно будет очень сильно выносить людей. Звери мне особо не сыпятся, но мне прям сыпется очень хорошо. Это вот прям... другое. В принципе, реально можно звери. Нет, зверей не буду. Если сейчас ЛД придет, тогда. А так, в принципе, на богах плюс жрецах можно сыграть. Это будет неплохо. Поставить Хускара. Ну да, в принципе, кстати, да. 10 уровень взять, выставить всех своих жрецов, поставить... Но тут кунг-фу. Вот самая огромная проблема, это вот этот чувак на кунг-фу. Он моих жрецов может просто разорвать. Разорвать и глазом не моргнуть. И что делать потом? А ничего делать. Просто терпеть сидеть. Надеюсь, мне сейчас просто орк придет. Жрец, это будет вообще песня. Привет, привет. Вирус. На чем ты таком играешь? Почему я тебя так выносить не могу? Это я понял. Хорошо. Окей. Сейчас 8. Сейчас, короче, 8 берем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? СТП. Так, так, так. Так. В принципе норм. Я так считаю, что в принципе нормально будет сейчас.
На самом деле у меня очень слабая сборка. Вот объективно судить, у меня очень сейчас слабая сборка. Но сделать я с этим тоже ничего не могу, к сожалению. Короче, остается только верить в том, что мне придет хорошая пятерка. Ну, короче, сейчас увидим все. Сейчас будет все видно, все будет показано. Все узнаем. Взял сейчас, если что, 8, чтобы просто не ждать. Вышел немножко из инкама, но это все слезы по сравнению с тем, что если будет хорошо приходить. В принципе, ну нежить, кстати, здесь может еще помочь. В принципе, я могу нежить сейчас не продавать, оставить ее. Мне, в принципе, она не мешает. Реально, оставить нежить. Немного так. Вот эти вот все предметы, которые сейчас выпали, они, конечно, хороши, но... О, сейчас чувак будет себе панду обузить. Очень плохо. Очень плохо. Проблемный ты какой. Может, какой-то проблема. Там 2 мага, вот это меня смущает. И вот эти вот предметы, они, конечно, были бы хороши. Но на самом деле, хочется мне взять обезоружь. Короче, сейчас будем смотреть. Хотя здесь пятерки даже на самом деле нету нежити, через что сыграть. Играть через банши, это, наверное, все-таки будет огромная проблема. Кстати, я чуть-чуть не забыл за жреца. Вот чуточку чуть не забыл за жреца. Все, он сейчас забудет тебе панду, у него по хп нормально, 74. И, в принципе, эта панда в соляру может выносить, будь здоров. Поэтому... Хотя... Если сейчас так буду сильно его выносить, то, скорее всего, он сделает огромный... Ах ты ж... Ах ты ж какой... Плохой. Ну ты... Не... У меня нет... У меня нет цензурной брани, чтобы сейчас выразить свое негодование насчет того, что он сделал. Какой ты... Ну ладно. Короче, он сбил мне лустри только что, и я из-за этого сейчас немножечко в шоке. Не знаю, мне хочется взять 9 уровень, чтобы у меня был 20% шанс на то, что мне попадется фиолетовая фигура. Кстати, а вы заметили, мне ни разу этот жрец-бог не пришел? Это что, нововведение, что мне не приходит такое, да? Вам мало того, что происходит со мной так в рандоме, так вы решили меня еще и этим похвалить, да? Понимаю. Кого ты подхилил? Да. Не знаю, я, наверное, все-таки 9 возьму. Итак, смотрите, у меня сейчас 34 хп. У меня сейчас 34 хп. Посчитайте, сколько сейчас мне выпадет хп с этих эссенций. Вот у меня 11 эссенций, давайте сейчас посмотрим. Тут воины, маги. Короче, 2 мага здесь 100% есть, даже 3 мага здесь есть. Один даже будет играть через шаманов плюс богов. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 69 хп. Боже мой, какая же это помойка. Спасибо, спасибо тебе, Марсель. Ну, короче, кто только что посчитал и скажите, насколько же мне плохо выпало в этот раз. Боже, какая там... Жестко. У меня чуваки тупо не попадают по ним, и все, делай, что хочешь. Даже не могут скилл закастить. Ни одного не вынес. 35. 35 хп за 11 банок. Много это или мало, как думаете? Так, я выйду немножечко из инкама все-таки и лучше поставлю как-то так сейчас свою сборочку. Вот как считаете, много это или мало? Я считаю, это слезы. Такие слезы крокодильи просто. На самом деле, я, наверное, тебе отдам. Я хочу, чтобы ты мне сразу закастил.
Боже, ты 3 эгиду собрал. Вот это молодой человек плохой. Не, ну ладно, этого стоило ожидать, он примерно шел к этому всему. Сейчас, подожди, отвечу. Секунду. Боже. Как же мелочно мне падает. На самом деле мне все такое падает интересное. Но и настолько все бесполезное для меня. Я не этого хочу. Но падает именно это. Зачем? Просто так? Ну, спасибо, если просто так, конечно. У меня, к сожалению, нету подробного гайда, куда кому какую шмотку кидать, потому что это все ситуативно, причем максимально ситуативно. Я не могу здесь даже вообще, ну, ни капли подсказать. Тут надо смотреть по игре, что как, кто что собирает. То есть тут, ну, нет такого в этой, ну, в игре нету такого, что ты знаешь, возьмешь 100% эти шмотки и ты победишь. Нет, такого здесь нет. Тут можно даже, ну вот, если у меня сейчас получится, я покажу, в чем прикол и как я могу сейчас с ребятами игру сломать. Я уже такое делал, и сейчас, возможно, у меня получится еще раз это провернуть. Но не факт, конечно. Да надежды жрец один. Боже, приходит все, но не то, что мне надо. Ладно. Все равно на тебя, окей тогда. Боже, сопротивление к магии, там у меня вот это все есть. Но мне надо немножечко другое. Боже, дезолятор упал, спасибо. Бесполезнейший предмет, который, ну, объективно мне вообще не нужен для дезолятора. А безоруж, в принципе, еще можно взять, кстати. Но, наверное, лучше взять... Это, наверное, лучше так. БКБ, алое сердце, регенерация. На самом деле, вот эти все предметы, они хороши для меня. Ведьмак. Ой-ой-ой. Три мага, 3 шамана. Не знаю, и хочется, и колется взять эти вот предметы. Но, судя по всему, придется брать. Возьму вот этот. Демон жрец, лё. Бог ты мой. Сейчас, если что, я в чатике отвечу, просто погодите немного. Тут не все так просто сейчас в этой катке. Ну, чувак из топа пришел. У меня еще слабоватые все, чтобы так выносить его. Просто половину своих положил только что, чувак. На! Если я сейчас сниму ему винстрик, это будет очень круто. Если же я ему сейчас не сниму винстрик, это будет очень плохо. Опа! На тебе еще. Он меня сейчас вынесет моих. Опа. Ну, что ты себя не хилишь? Какая же ты заноза, кого ты хилишь? Хилит кого угодно, но не себя. Боже, это просто, ну, гений. Гений этой игры. Скрытый причем. Не знаю, может как-то так расстановку сделать. Что там маг? Маг под 6 людьми, но у него уже есть 5 драконов. Кира Кунг-фу. Вообще бомбически. Кира Кунг-фу нравится. Лайк, дайте 2. Даже не взял его. А, он медальон уже нарол. Вот, один предмет, который может меня законтрить, это вот этот вот медальон сейчас. А кунг-фу это имба, которая пробивает даже вот этот крест этого жреца. Если что, вдруг кто не знал. Это неоспоримая имба. Так, жрец пришел, бог, отлично.
Спасибо, что ты появился на наших просторах. Благодарю тебя. Опа. Вот так сейчас сделаю. Кто не понял, почему я так сделал, я сейчас объясню. Только подождите секунду, тут надо немножко времени. Короче, я выставил сейчас именно таким образом жрецов, потому что, смотрите, из-за того, что вот этот жрец стоит 4 монетки, а этот жрец в двоечку стоит 5 монеток, я беру дороже фигуры под свой контроль. И соответственно... Ух ты, бог ты мой. Обалдеть. И, соответственно, эта фигура берет дороже своих. Дороже себя, короче. Вот фигура жреца берет под контроль вражескую фигуру не выше его собственной цены продажи. Привет, привет. Поэтому я сделал именно так. О, бог дракон. Вот это вот щита заноза в заднице. Не знаю, что с ним придется делать, но надо будет сейчас придумать. На самом деле, я очень сильно надеюсь, что мне сейчас просто придет ранний Т3 жрец. И с Т3 жрецом я, в принципе, могу начудить очень интересных моментов. Зевс еще есть. Я, в принципе, могу весь свой стол сейчас разобрать. Выставить просто 5 жрецов. Вот мне не нравится шаман, я надеюсь, что он вылетит раньше всех. Если он вылетит раньше всех, то будет четко. Если он не вылетит раньше всех, то будет очень плохо мне. Вот шаман для меня это контрпик. Маг-дракон серьезная проблема. И серьезная проблема это кунг-фу. Ну, кунг-фу это мета этого патча, поэтому тут просто забейте. Тут даже делать и думать нечего. Чувак просто там, ну, баночку пива открывает такой и играет, все. Ему больше делать нечего в этой игре. Играть на кунг-фу, вот когда ты собрал панду второго уровня, то это забейте. Просто собираете сверху чернокнижников каких-то, там шаманов. Без разницы, что вы там соберете. В любом случае это будет 100% работать. И все. Кстати, вот это я продам. Опа, в двоечку апгрейд. Так. Теперь смотрите. Вот этот жрец у меня 6 монет стоит. И, соответственно, он берет под контроль фигуру, которая стоит за 6 монет. А это много. Это очень много. Это 4 монеты берет. Поэтому я бы ее на самом деле бы скипнул, если бы... На самом деле я, наверное, ее сейчас и скипну и поиграю просто тупо... Ну, надо сейчас посмотреть, как оно все будет. Раз, два, три. 4. 5, в принципе. Окей, Зевс, погуляй. Эти предметы скип. Армор мне вообще не нужен. Потому что он бесполезен в этой ситуации. ХП я уже могу скипнуть. Что у нас тут пришло? Еще одно ХП и БКБ. Я возьму БКБ, потому что там есть, ну, как вы знаете, магия. И как-то так себе это все выглядит. Жалко, Мартетку не под контроль взял. Вот это плохо. На самом деле мне сейчас нужно, скорее всего, будет разбирать свои фигуры. Более чем уверен в этом. Хотя не факт. Но сейчас посмотрим. Вынесите его, пожалуйста, Кондрата этого. Еще, знаете, чем жрецы вот ломают людям игру? Тем, что им нужен предмет первого тира. А не каждый как бы хочет себе предмет первого тира. Когда ты играешь против жреца. Когда ты играешь уже в средней игре, где-то там, не знаю, ну вот уже раунды 25, да? Тебе вообще не хочется брать предметы первого тира от слова совсем. Вот вообще не хочется. А еще когда есть вот этот вот спамер, это забейте просто. Ну тут против меня есть Мартретка, которая, будь здоров, меня развалила. Хотя еще не вечер. Может быть, сейчас я и вынесу ее. Хотя вряд ли. Так, у нас ничья даже. Но это уклонист. Боже, можно мне придет 3-го уровня жрец?
Так, надо предметы сейчас глянуть все. Бессмертие. Ха-ха-ха. Короче, один человек мне только, я так понимаю, законтрил в данный момент. Не знаю, мне хочется сейчас убрать этого жреца. Хотя, не знаю даже. Есть ли смысл его убирать или играть так пока? Мне и уровень нужен. Но мне просто хочется этого жреца в тройку взять. Ладно, пока поиграем, сейчас посмотрим за игрой, что к чему. Ну вот просто, если бы он был бы сейчас в тройку, было бы намного проще. Но чувак... Так, отлично. Так, делаем так сейчас. Просто посмотрим, насколько сейчас изменится игра, когда я сделаю вот так. В принципе, можно одного поставить. Это не проблема. На самом деле, лучше его, наверное, выставить. Вместо... Хотя, пусть баф богов будет. Все равно я 4 фигуры под контроль возьму. Там не все фигуры 5 уровня. Хотя... О, Зевс в двойку. У меня есть мое супероружие в виде этого жреца. Если что, этот жрец уже имеет минимальное КД, максимальный процент от хп урона, плюс, ну, он тырит у всех вражеских в округе, плюс на все фиксировано 200 чистого, еще и чистый урон, сколько заберет у них максимального здоровья. Это плюс. Вот котла сейчас забрал под свой контроль, взял, стер чувака, шпуньк, чуваку минус 13 в лицо. Вот сколько сейчас стоит, так, вирус. Посмотрите, есть один ведьмак, но тут каким-то образом живет вот этот воин. Каким ты образом живешь, дорогой мой? Что ты за образ жизни ведешь, а? Расскажи мне, вот что за образ жизни ты ведешь? Вот, фигура за 7 монет. Угу. Угу. Есть кунг-фу. У чувака есть медальон. Вот этот медальон, это просто, это решает всю игру, если честно, сейчас. Если реально так посудить, то этот медальон сейчас всю игру решает. Не знаю, может даже стоит его поставить. Этот хотя бы может стырить скилл. Так, а это у нас... О, так это вот этот кунг-фуист, который через жрецов, кстати, играет, если чё. Ой, жрецов, через чернокнижников. Вообще, как же ему все равно просто на мои скиллы. Боже, чувак просто играет, ну, левой ногой, мизинцем. Мизинцем левой ноги. Бог ты мой. Баланс. Просто баланс. Он мне сейчас даст 2 тычки и может шотнуть, чтобы вы понимали. Ну вот, вот. Сейчас тычка прилетит, шот, и все. Потому что что? Потому что у меня минус 50% здоровья. Точнее, меньше 50% здоровья. Но у нас пока ничья. Но это ненадолго. Не знаю, надо брать уровень. Надо брать уровень. Просто разносить, наверное, что ли. Ну, в принципе, прикольно выглядит сейчас это все. Я же говорю, единственная опасность это чувак на эгиде. Маг-дракон. Ну и если они сейчас медальоны найдут, то это еще будет одна опасность в виде их. Это будет реально опасно. Не знаю, наверное, уровень все-таки придется взять. 32 монеты мне надо. Тут еще зависит от того, придут ли мне те, ну, немножечко то, что я хочу. То есть сейчас зависит очень сильно от предметов, которые мне придут. Если, в принципе, мне маска на хил придет, я могу даже уровень не брать, выставить его и все.
Ну вот, кстати, я сейчас могу Зевса под контроль взять. Это будет сильно. Вот. Ладно. Бог с тобой. 4 жреца, 4 человека беру под контроль. Выставил бы его, все равно ничего не мог. Все просто эти предметы, которые сейчас у меня есть, они мне все нужны. Объективно. Манреген. Вот этот предмет, не знаю, можно вообще выкинуть его куда-то. Он меня никак не бустит, у меня чистый урон. Не знаю, может ману убрать. Хотя мана мне нужна. Хотя если урон будет там... Не, ну в принципе, а чё я парюсь? Отдай-ка вот это вот ты сюда. Сопротивление у вас свое есть? Есть. Это ты стыришь что-нибудь. Короче, 32 монетки мне сейчас надо. Так, забрал кого я забрал под контроль? ТБ или кого? Да, я ТБ забрал под контроль, он вышел из-под контроля, но мы его все равно забрали. Хорошо. Кстати, минус, если ты берешь вражеского ТБ под контроль. Я думаю, всем очевиден, это то, что мало того, что он может превратить твоего жреца, это прям вообще тильт будет. А второй минус, это заключается в том, что он может реально не тех фигур перевоплотить, которые надо. Так, безруш. Кому дать? Хочу, наверное, тебе. Надо еще обязательно сейчас посмотреть, у кого кулон... О, P6 вытащил кулончик. И в кого-то его засунул. Марси? А, Веника. Не знаю. Трудная игра, на самом деле, для меня. Хотя магов здесь уже нету, но тут у меня есть шмотка, которая сбрасывает контроль. Ну, кстати, а если магов нету, то зачем мне нужны некоторые предметы? Вот реально, зачем мне тогда нужны, допустим, вот это? Ну, броня, ладно, еще полезная тема. БКБ полезная тема будет. Я, может, как-то по-другому все подумать сейчас. Ну вот, просто, как играть на кунг-фу? Точнее, против кунг-фу? Никак. Баночку открыл и смотришь, как тебя выносит. Вот так вот и играть надо. Ну вот, просто половину хп. И там два кунг-фуиста, если что. Они вдвоем не могут сейчас просто снести кабину. Если что. Ну вот, у меня, кстати, БКБ работает, стан работает, вообще все равно. Чувакам просто все равно. Броня экзорцизма сработала вообще до одного места. Там башер, что ли, у него? А, вот башер у него. Ну, сейчас он мне шот прилетит, смотрите. Да, ваншот. Что делать? Непонятно. Пока что непонятно, на самом-то деле. Но этот предмет точно скип. Предмета без оружия надо брать, кстати. Этот предмет без оружия я заберу себе сюда. БКБ. Там есть автохекс? Там никакого автохекса вроде бы как бы нету. Башер есть. Рефрешер есть. Радик есть. Окей. Скип. Допустим, скип. 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 Ну и мана, наверное, скип. О, вот эти все предметы как бы хороши. Сейчас покажу почему, объясню почему именно эти предметы, а не какие-то другие. Смотрите, я сейчас отдал эти предметы в этого жреца, потому что он насумонит мне сейчас толпу народу. Просто это моя армия будет сейчас. Так как у него есть божественная КД, но тут есть еще, кстати, мартретка, которая гигантская. Но, тем не менее, все равно он закинет сейчас мне просто божественное войско сделает. У меня будет их много. Единственное, что это... Вот этого чубзика мне нельзя, чтобы он потерять. Но это тоже можно насумонить сейчас толпу, и будет весело. Ну просто мартретка в тройку, конечно, сильная. Некромикона мне не хватает. Если был бы некромикон, то я бы вообще безоговорочно бы 100% бы взял, закинул ему некромикона, и все, это было бы круто. Тут мартретка просто оверсильная, к сожалению. И мне сумонятся вообще фигуры не те, которые нужны. Если объективно так говорить, то не те фигуры, которые мне нужны, сумонятся. Ничья. Окей. Жалко, за ничего не дается эссенция.
Было бы сильно. Так, ну что, берем уровень. 4 фигуры под контроль-то я беру. Окей. Не знаю, может богов выставить, что ли. Хотя там зверь собрался. Ого, там зверюга. Ладно. Надо думать. И очень быстро. Что думать, что думать? Зевс, яйцо. Если продам его, но будет минимальное КД. И Зевс есть, в принципе, его продать, поставить вместо него Зевса. Не, это бред. Откат нужен. Откат намного лучше. Лучше всего. Эгиду, конечно, ты классно под контроль ты взял. О, вот это там рыжий лис. Вот это там рыжий лис. Вот это там рыжий лис. Обалдеть. Зато... О, отлично, отлично ему этот прилетел в лицо. Хорошо. Не знаю, яйцо возьму пока что. Пока. Фу. Все более-менее. БКБ на самом деле. Мне, ну, БКБ мне... Не знаю, ну, против кого мне БКБ? Против Эгиды? Сомнения берутся, что мне нужно БКБ. А что сами думаете, нужно ли мне БКБ? Как по мне, оно не нужно. А что, у кого-то стрим лагает, ребята? Что, не молчите? А, у тебя стоит отблок. Кстати, отблок стоит у тебя. Если у тебя стоит отблок, то, скорее всего, у тебя и лагает из-за отблока. Это тоже учитывать стоит, если что. Если у тебя стоит отблок, то, скорее всего, у тебя из-за отблока лагает. Так. Рефрешер снова упал. Скип. Перчатка. И рефрешер еще один упал. А, не рефрешер еще один упал. Это мой мозг выпал только что на секунду. Так, 6 предметов. Была, не была. Короче, смотрите. Есть ТБ в тройку, с БКБ совсем. И у меня есть как бы моя, ну, супер оружие в виде вот этого персонажа, который сейчас может насумонить толпу. Есть два момента сейчас, которые могут со мной произойти. Во-первых, я сейчас не возьму под контроль ТБ. Это первый момент. Второй момент... Не, я взял под контроль. О, а второй момент это то, что он сейчас перевоплотит мне того персонажа, которого я не хотел, чтобы он перевоплощал. Ну, зато посмотри, сколько ему сейчас... Просто посмотрите, сколько ему сейчас в лицо прилетит. Чпуньк, покеда. Давай в next. Ведьмачка. Просто ведьмачку лайтовую игру сломали. Бог ты мой. Баночки пива. Сломали игру. Кстати, кунфуист. А что с кунфуистом? Он что, разобрался или он хочет кунфу собрать? Ой, ой-ой-ой, как же жалко вот этого... чувачка. Кому жалко? Ну, напишите в чат. Кому жалко вот этого кунфуиста было? Точнее, не кунфуиста, а ведьмачка. Ну-ка, напишите, кому жалко. Я уверен на 100%, что здесь никому не жалко этого ведьмачка. Тебе жалко ведьмачка? Ну-ка, ребята, расскажите ему в чате, что такое, когда ты будешь жалеть ведьмачка. Что будет с ним? Что происходит с такими людьми, которые жалеют ведьмачков? Или вот зверинца, например, а? Вот смотрите, смотрите, что сейчас за зверинцем будет. Просто наказываем в прямом эфире, без смс и регистрации. Один. В next. Что ты долго играешь, чувак? Что ты долго играешь?
Очко рвется. Посмотрите, если я его сейчас выношу, это будет просто эпик. Посмотрите, сколько народа. Боже мой. Вот такой мне нравится. Вот такой я люблю. Вот это вот я вижу. Вот это вот. Просто. Во. Чувак, конечно, выжил каким-то там чудом образом, неизвестно что, как, но он выжил. Будь здоров, чувак. Ну это круто. На самом деле, хочется найти что-то посерьезнее. Например, какой-то Радик. А каким образом я скипнул Радик, если я его не скипнул? Объясните мне сейчас. Я Радик не скипал. Чё я его... Чё мне... О, я мартретку у него забрал. Боже мой. Я просто представляю, какого у чувака там выражение лица бывает, когда я у него просто мартретку забираю под свой контроль. 2 Марси. Клуб кунг-фу в студию. Но если у тебя сейчас АДБ-блок, то есть если у тебя был АДБ-блок, то YouTube очень сильно борется сейчас с ними, поэтому лаги из-за этого. Если у тебя YouTube премиум, то в принципе окей. Но если у меня, я сейчас посмотрю, конечно, я сделаю одну вещичку. Чё вам, ребят, как вам контент? Контент пошел? Ну так, на телек же тоже можно АДБ-блок установить, смотря какой же у тебя телек. Просто сколько минус лицо? Минус 52, ребят. Как вам? Кто доносил минус 52 за один раунд? Ну, кто наносил минус 52? Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.